Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Арктика не знает сострадания, но она обладает обостренным чувством равновесия. Здесь, на краю обитаемого мира, где небо сливается с океаном в едином мареве цвета сырой стали, жизнь — это не право, а ежедневный трофей, отвоеванный у холода. Эрик, биолог и внештатный инспектор по охране северных территорий, знал это лучше многих. 10 лет он изучал повадки медведей, их миграции и их молчаливую гордость. Он привык к тому, что его единственными собеседниками были завывание пурги и треск пакового льда. В тот день тишина была особенно густой. Воздух, охлажденный до минус 45 градусов, стал сухим и ломким, как старое стекло. Каждый вдох отзывался в легких резью, а выдох мгновенно превращался в облако ледяных кристаллов, оседающих на воротнике парки тяжелым инеем. Снегоход Эрика подвел его еще утром. Коварный мороз превратил топливо в вязкую кашу, и мужчине пришлось продолжить путь на лыжах, надеясь добраться до метеорологического поста «Северный-2». Он шел по следу свежих торосов, когда внезапно до его слуха долетел звук, не принадлежащий этой ледяной пустыне. Это был тонкий, почти детский всхлип, переходящий в отчаянный писк. Звук был настолько жалобным, что Эрик на мгновение замер, сомневаясь, не слуховая ли это галлюцинация, вызванная кислородным голоданием и усталостью. Прибавив ходу, он обогнул массивную ледяную глыбу, похожую на застывшую волну, и замер. Перед ним открылась сцена, способная заставить содрогнуться даже самого сурового полярника. В небольшой полынье, окруженный острыми краями льда, барахтался маленький белый комок. Медвежонок, совсем крошечный, не более 5 месяцев от роду, бессмысленно греб лапами, пытаясь зацепиться за скользкий берег. Его мех превратился в тяжелые сосульки, которые тянули его ко дну. Каждый раз, когда ему удавалось подтянуться, лед под его весом обламывался, и малыш с головой уходил в черную, обжигающую воду. Его глаза, 2 уголька на белом лице, были полны первобытного ужаса. Но истинный кошмар ждал Эрика в 10 метрах дальше. На снегу, распластавшись в неестественной позе, лежала огромная медведица. Она не бросалась на человека, не рычала. Она лишь глухо, надрывно стонала, дергая правой передней лапой. Вокруг ее конечности мертвой хваткой захлестнулась стальная браконьерская петля. Хитроумная ловушка из авиационного троса, прикрепленная к тяжелому железному штырю, вбитому в вечную мерзлоту. Лапа была чудовищно опухшей, мех пропитался багровой кровью, которая на таком морозе застывала коркой, похожей на гранат. Медведица рвалась к тонущему детенышу, но сталь впивалась все глубже, дробя кость и лишая ее последних сил. Эрик понимал, медлить нельзя. Гипотермия убьет медвежонка через несколько минут, а обезумевшая от боли мать может убить любого, кто подойдет слишком близко, даже если этот кто-то пришел с миром. «Тише, девочка, тише», — прошептал он, медленно снимая одну перчатку, чтобы достать охотничий нож и мультитул. Голос его звучал глухо через маску, но он старался придать ему максимально спокойную интонацию. Ситуация была патовой. Инстинкт самосохранения кричал Эрику «Беги!», но сердце билось в унисон с затихающим песком медвежонка. Он начал с малого. Осторожно, на коленях, чтобы уменьшить давление на лед, он подполз к полынье. Медведица издала предупреждающий рык, обнажив желтые клыки, и попыталась подняться, но боль в лапе пригвоздила ее к земле.
Она уронила голову на снег, и из ее глаз, как показалось Эрику, покатились крупные слезы, мгновенно замерзавшие на морде. Эрик резким движением схватил медвежонка за загривок и вытянул его на твердый лед. Малыш был настолько слаб, что даже не сопротивлялся. Его тельце била крупная дрожь. Мужчина быстро расстегнул свою тяжелую парку и засунул дрожащий мокрый комок меха под свитер, прямо к своему телу. «Греется малыш. Теперь твоя очередь, мамаша». Освобождение медведицы превратилось в изнурительную битву. Пальцы Эрика онемели за считанные минуты. Трос был затянут мертвой петлей. Каждый раз, когда металл касался раны, медведица вздрагивала, и Эрик замирал, глядя в ее огромные черные зрачки. В какой-то момент между ними возник странный контакт. Животное перестало рычать. Оно словно осознало, что этот двуногий пришелец — его единственная надежда. Когда последняя стальная жила поддалась под напором кусачек, медведица не вскочила. Она медленно потянула освобожденную лапу к себе и начала зализывать рану. Эрик, шатаясь от холода, осторожно вытащил медвежонка из-под куртки и положил его на снег рядом с матерью. Малыш тут же прижался к ее теплому боку, ища защиты. Тишину Арктики снова нарушили, на этот раз низким рокотом мощных двигателей. К месту событий, поднимая снежную пыль, приближались два тяжелых снегохода. «Уходи! Быстро! В тундру!» Эрик хлопнул медведицу по спине, пытаясь пробудить в ней инстинкт побега. Хищница, превозмогая боль, поднялась на 3 лапы. Она бросила на человека короткий пронзительный взгляд. В нем не было агрессии, лишь странное, тяжелое узнавание. Подталкивая детеныша носом, она скрылась за ледяным хребтом как раз в тот момент, когда на поляну вылетели преследователи. Это были браконьеры. 2 мужчин в камуфляже, с лицами, обветренными и ожесточенными долгой безнаказанностью. Увидев пустую ловушку и человека, стоящего рядом с окровавленным тросом в руках, они пришли в ярость. «Ты что натворил, городской умник?» — прорычал один из них, широкоплечий мужчина с эмблемой частной охраны на куртке. «Знаешь, сколько стоит шкура такой особи на черном рынке в Осло? Ты нам сейчас из своего кармана убытки возмещать будешь». Эрик чувствовал, как внутри все сжимается, но внешне он оставался скалой. Он поднял тяжелый металлический крюк, оставшийся от ловушки, и шагнул навстречу карабинам. «Слушайте сюда». Его голос был твердым и сухим, как треск лопающегося льда. «Ваши координаты уже переданы по спутниковому маяку. В 10 милях отсюда патруль пограничников на вертолете. Если вы сейчас же не развернетесь, через полчаса будете давать показания в наручниках. Выбирайте: пустая петля или 5 лет за незаконную охоту и нападение на госслужащего». Браконьеры переглянулись. Воздух между ними, казалось, наэлектризовался. Один из них сплюнул на снег, глядя на Эрика с нескрываемой ненавистью. «Мы тебя запомнили, защитник природы», — бросил он, запрыгивая на сиденье. «Арктика большая. Здесь люди пропадают без следа каждый день. Мы еще встретимся». Снегоходы взревели и скрылись в белом мареве, оставив после себя лишь запах дешевого бензина и тяжелый осадок в душе Эрика. Прошло 3 месяца. Арктическая весна принесла не тепло, а лишь коварную смену ландшафта. Лед начал истончаться, туманы стали гуще, а ветры еще более непредсказуемыми. Эрик продолжал свои рейды. В тот злополучный четверг он обходил старый заброшенный склад горючего, когда его путь преградили те же снегоходы. На этот раз браконьеры не собирались разговаривать. Они выждали момент, когда рация Эрика даст сбой из-за мгновения, из-за магнитной бури. «Ну что, инспектор, где твои вертолеты сегодня?»
Верзила ударил Эрика прикладом в живот, вышибая дух. Мир поплыл перед глазами. Его повалили на снег, вырвали спутниковый телефон и с профессиональной жестокостью привязали к обломку старой металлической мачты. Веревки, смоченные водой, мгновенно застыли, впиваясь в запястье. «Мы оставим тебя здесь поразмышлять о экологии», — усмехнулся второй. «К утру здесь будет -40, а если повезет, придет кто-нибудь голодный. Мы просто вернем долг природе твоим телом». Они уехали, оставив его одного в надвигающихся полярных сумерках. Холод начал свою медленную, методичную работу. Сначала исчезла чувствительность в пальцах ног, затем пришла аморфная апатия. Сознание начало рисовать галлюцинации. Эрику казалось, что ледяные глыбы вокруг превращаются в причудливые замки, а небо над головой, залитое изумрудным сиянием, это теплый полог его дома в Осло. Металлическая мачта высасывала остатки тепла из позвоночника. В какой-то момент он перестал чувствовать собственные руки. Они казались чужими, приставленными к телу кусками обледенелого дерева. Тишина стала абсолютной. В этой пустоте звук шагов прозвучал как гром. Сквозь пелену забытия Эрик услышал мягкое хруст-хруст. Снег скрипел под тяжелыми лапами. Он с трудом открыл веки, которые уже начали слипаться от инея. Перед ним стояла огромная белая тень. Это была она. Медведица выглядела окрепшей, ее шерсть лоснилась в призрачном свете северного сияния. Лапа зажила, оставив лишь узкий, безволосый шрам. Рядом с ней, любопытно поводя носом, крутился медвежонок. Теперь он был в 2 раза крупнее и смотрел на человека без страха. «Ну давай», — прошептал Эрик сухими, потрескавшимися губами. «Закончи это. Хоть не замерзну?» Медведица подошла вплотную. Ее горячее дыхание, пахнущее рыбой и диким океаном, обдало лицо мужчины спасительным паром. Она обнюхала его, коснувшись мокрым носом щеки, а затем ее мощные челюсти, способные дробить кости моржей, сомкнулись на веревках. Эрик зажмурился, ожидая боли, но почувствовал лишь, как страшное натяжение исчезло. Медведица аккуратно, с почти хирургической точностью, перекусила заледеневшие путы. Она не ушла сразу. Пока Эрик, спотыкаясь и рыдая от боли в возвращающихся к жизни конечностях, пытался разогреться, она стояла рядом, закрывая его своим массивным телом от пронизывающего ветра. Она была его живым щитом, его личным теплым оазисом посреди ледяного ада. Когда Эрик смог встать и сделать первый шаг, медведица издала короткий гортанный звук. В ее взгляде не было покорности, только признание. Она повернулась и неспешно пошла в сторону бескрайних снежных полей, а за ней, забавно переваливаясь, бежал ее сын, которому человек когда-то подарил шанс вырасти.